Алла Пугачева, живущая сейчас на Кипре, при этом держит в российских банках около 119-120 миллионов рублей на накопительных счетах, с которых спокойно получает проценты. На фоне этого глава Центра, Российский политический центр Виталий Бородин уже заявил, что готовит обращение в прокуратуру и Росфинмониторинг, чтобы официально проверить происхождение этих средств, пути их ввода в Россию и возможный вывод за границу. То есть речь прямо ставится в контекст возможного отмывания денег и нарушения валютного контроля. История с деньгами ложится на уже знакомый эпизод с попыткой Пугачевой вывести из России крупную коллекцию антиквариата и картин, оформленную на ее семью. Тогда груз с произведениями искусства примерно на 20 миллионов долларов должен был улететь через Шереметьево, но таможня его не пропустила из-за проблем с документами. Был представлен неполный пакет, и служба отказала в выпуске коробок с картинами, книгами и прочими ценностями, хотя коллекция включала работы, которые в медиа описывали как имеющие музейный интерес, вплоть до произведений современников Рембрандта и Леонардо да Винчи. В этой истории важный момент. Часть вещей, по оценкам источников, действительно тянула на музейный уровень, но формально оформлялась как обычный вывоз частного имущества, и уже на таможне выяснилось, что заявленный статус и документы не соответствуют реальным требованиям, из-за чего операция и сорвалась. Отдельный контур всей картины – внук Пугачевой, Дени Байсаров, который последние годы активно занимался арт-проектами и ивентами, связанными с искусством. В открытых источниках он фигурирует как организатор арт-мероприятий в Лондоне и Москве, создатель проектов Art Therapy London и We Art Together, а также основатель компании Autera, которая занимается рекламой, пиаром, организацией мероприятий и консалтингом, то есть фактически работает на стыке шоу-бизнеса, арт-терапии и творческих индустрий. Европейский арт-рынок сам по себе считается одной из самых непрозрачных сфер. Сделки часто проходят через галереи, частные фонды и офшорные структуры, а правоохранители и расследовательские проекты регулярно называют рынок искусства одной из удобных площадок для отмывания денег, по аналогии с элитной недвижимостью, ресторанами и клубами, через которые криминальные и политически экспонированные фигуры легализуют капиталы. На этом фоне комбинация семейные антикварные коллекции, попытка вывоза картин с завышенными или спорными описаниями их культурной ценности, плюс арт-проекты в Лондоне и Европе выглядят полем, где теоретически можно прятать реальные потоки денег за красивыми историями о творчестве и терапии. Параллельно развивается линия, связанная с убийством чеченки Айшат Баймурадовой в Ереване осенью 25 года, которая стала резонансным делом и вышла на международный уровень. Армения объявила в розыск двух подозреваемых – Карину Иминову и уроженца Чечни Саида Хамзата Байсарова, который ранее уже проходил по делу о финансировании террора, но в 2019 году с него сняли обвинения. После убийства Баймурадовой эти фамилии снова вышли в публичное поле, а Армения объявила фигурантов в международный розыск, и российские структуры уже разместили их данные в базах МВД. Следствие считает, что они действовали по указанию пока не установленного заказчика. На уровне восприятия в медиа и сетях совпадение фамилий с чеченскими бизнес-структурами, о которых периодически пишут в контексте теневых схем и обналички, создает фон, при котором любые движения капитала, связанные с этой средой, автоматически попадают в зону подозрений, особенно когда речь идет о сложных международных маршрутах денег. В этой связке фактов внешний наблюдатель видит сразу несколько тревожных элементов. Пугачева пытается вывести коллекцию, где реальные музейные предметы и их оформление как обычного имущества расходятся с ожиданиями таможни. Таможня блокирует груз, и часть истории о статусе картин всплывает уже постфактум, когда операция провалилась. Внук, который строит карьеру на европейском арт-поле, занят именно тем типом бизнеса, который во многих расследованиях описывается как удобный шлюз для отмывания денег и ухода от прозрачности. На заднем плане чеченские бизнес-связи, неоднократно упоминавшиеся в публикациях как потенциальный канал
вывода средств и громкое убийство в Армении, где в розыске оказался человек с той же фамилией, что и фигуранты в этой среде. И когда на этом фоне выясняется, что Пугачева, находясь за границей, держит в российских банках десятки миллионов рублей на накопительных счетах, вопрос Бородина, откуда деньги и как они туда попали, начинает звучать уже не так, как формальность, а как часть более широкой картины. Если прокурорская и финансовая проверка подтвердит, что эти средства чистые, история останется эпизодом публичной кампании против звезды. Если же всплывут связи с серыми схемами, это может стать еще одним примером того, как культура, арт-рынок и личные бренды используются для легализации денег и возможного обхода санкций через связи и друзей в России и Европе. Антиквариат из замка Аллы Пугачевой предназначался для вывоза за границу, в первую очередь в ту страну, где семья пыталась обосноваться после отъезда из России. По данным людей, занимавшихся перевозкой имущества Пугачевой и Максима Галкина, первая версия маршрута была под вывоз коллекции в Израиль. Именно туда ранее перебралась семья, и спецоперация по транспортировке ценностей из деревни Грязь изначально планировалась как отправка за рубеж, чтобы антиквариат не оставался в России. Позже, когда Израилем у семьи не сложилось, в медиа писали о попытке просто вытащить антиквариат из замка и переправить его за границу, как часть процесса по фактическому вывозу замка по частям, без привязки к конкретной стране, но с очевидной целью вывести коллекцию туда, где Пугачева и ее окружение планировали жить и распоряжаться активами уже вне российской юрисдикции. И вот здесь к истории с деньгами и антиквариатом Пугачевой подшивается еще один штрих, который провластные медиа в России старались проглотить максимально мягко. В начале года стало известно, что имя Аллы Пугачевой всплыло в массиве документов по делу Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США. Она фигурирует там в переписке как одна из самых влиятельных женщин России, которой имело бы смысл войти. Ее имя попадает в пересланную Эпштейну подборку о самых уважаемых и влиятельных людях мира, связанный с окружением Билла Гейтса и советником Борисом Николичем. Формально это не участие в вечеринках и не расписание личных встреч, а именно отметка в кабинной переписке как персона, чье влияние в России настолько велико, что она оказывается в одном ряду с людьми, через которых такие, как Эпштейн, пытались заходить в разные элиты. Примерно в той же логике, в какой в этих же файлах десятки и сотни раз звучит имя Сергея Лаврова, как ключевой фигуры для выстраивания контактов с российской властью. Интересно, как это подали внутри Российской Федерации. Провластные ресурсы, в том числе телеграм-каналы, дружелюбные к силовому блоку, аккуратно отмыли этот эпизод до нейтральной формулировки про примадонну, которая просто попала в перечень известных персон и не подошла под формат. Упор делался на том, что ее будто бы лишь рассматривали как возможную гостью и едва ли не сразу отсеяли, чтобы свести ее роль к анекдоту уровня не в его вкусе. Одновременно часть лояльных экспертов пыталась объяснить попадание ее имени в файлы чем угодно, от антизападной повестки против нее до мантры о том, что это лишь следствие публикации рейтинга The Times и никакого содержательного смысла в этом нет. Но если смотреть на сами документы, а не на сглаженные пересказы, картина иная. Есть закрытая переписка, где Пугачева проходит не как случайный фанат или статистка, а как персона, которую в международных обзорах относят к глобальному влиянию. И именно поэтому она попадает в поле интереса людей уровня Эпштейна. На фоне историй про десятки миллионов на российских счетах, попытку вывести коллекцию под видом обычного имущества, арт-проекты в Европе и чеченский след в семье этой эпштейновский эпизод выглядит не смешным запоздалым скандалом желтой прессы, а еще одним кирпичиком в образе человека, который десятилетиями был не просто певицей, а крупным политическим и культурным игроком. Человеком, до которого, судя по этим файлам, имело смысл дотянуться тем, кто искал выходы на российскую верхушку и влияние в стране.
и чье имя российская пропаганда теперь старается одновременно использовать против нее и при этом максимально обезвредить, чтобы не пришлось всерьез объяснять, почему такого уровня фигура вообще всплывает в переписке одного из самых токсичных финансистов планеты.